Слышно? Сейчас. Сейчас. Вот так вот. Раз, раз. Раз, раз. Так слышно? Итак, мы начинаем. Сейчас докладом выступит Алексей Комогорцев, автор книг, тележурналист, исследователь. И тема доклада «Код Чуди» доклад посвящен новой книге, которая выйдет в октябре, которую можно будет приобрести на нашем лектории, либо на нашем сайте. Здравствуйте. Сегодня у меня такая вводная лекция, как раз вот она приурочена к выходу книги нашей с Андреем, тоже новой, другой уже, «Код Чуди. Исчезнувшая цивилизация русского севера». Значит, я в своей лекции постараюсь дать небольшую ретроспективу, емкую, что было известно об истории и материальной культуре Чуди на момент подготовки книги. Новые материалы, которые как раз в книге в том числе опубликованы, будут представлены в отдельной лекции, которая, надеюсь, будет приурочена непосредственно к выходу книги, то есть когда книга уже выйдет из типографии. Так. Вот перед вами бронзовая статуэтка, изображающая древнего чудского рудокопа. Это иллюстрация из книги Дмитрия Николаевича Анучина к истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнерусское сказание о человецах незнаемых в восточной стране. Москва, 1890 год. Подпись к фото, к рисунку вернее. Найдено в Сибири, находится в императорском Эрмитаже. Где сейчас эта статуэтка, к сожалению, неизвестна. Итак, предания о чуде охватывают значительные территории европейского севера от Скандинавии до Урала. Современная историография отождествляет Чудь с финно-угорским населением русской равнины. То есть традиционно считается, что под именем Чуди выступали предки современных эстонцев, вепсов, карелов, коми и коми-пермяков. Нужно сказать, что предания о Чуде действительно совпадают с ареалом проживания финно-угорских народов. Однако сами эти народы, в частности коми-пермяки, полагали Чудь другим, отличным от них народом. В преданиях коми Чудь представлена, как правило, как персонаж мифического времени. Древний народ, чье исчезновение или буквально уход под землю связывается с появлением, собственно, на этой территории исторических племен, и в частности русских переселенцев в рамках освоения Сибири в XVI-XVII веков. Скажу несколько слов об этимологии слова «чудь». Существует очень много различных версий, мы их в книге, в общем-то, рассматриваем. Но ближе всего нам такая версия, что этимология слова «чудь» восходит к прославянскому слову «кудо» — «чудо» или «диво», и связанного с ним древнерусскому слову «кудесь» — «чары» или «колдовство». От этого слова, кстати, происходят такие слова, как «кудесник», «волшебник», «чароплет». Его производные «кудесить» и «кудесничать» имеют сразу два значения – совершать волшебство, колдовать или чудить, подшучивать, шалить, проказничать. Кстати, здесь я могу немножко отвлечься и вспомнить, что мой дед, он происходил из Тульской области, значит, из деревни. Он в 70-е, 80-е годы, то есть когда был маленьким, он как раз это слово использовал – кудесничать. То есть, в смысле, когда балуешься, он говорит, хватит кудесничать. Так что это слово было в ходу еще во второй половине 20 века. Значит, с чем связано, собственно, значение этого слова «чудь»? Дело в том, что громкая слава об особо сильном чудском колдовстве гремела даже, собственно, после фактического исчезновения этого племени с исторической арены. В частности, она нашла свое отражение в Стоглаве. Это такой сборник государственных законов XVI века. В нем упоминаются некие чудские колдуны, арбуи. Там же упоминаются лихие бабы-кудесницы, знавшие колдовство чудских арбуев. Это говорит о том, что чудская традиция сумела оказать самое серьезное влияние на культуру соседствующих с ней народов. Прежде всего это относится, конечно, к сибирскому шаманизму и колдовским практикам, что, кстати, далеко не одно и то же. Об этом будет более подробно рассказано в следующей лекции. Я, в свою очередь, опять-таки немножко отвлекусь и скажу, что такие серьезные москвоведы связывают как раз
с этимологией слова «арбуи» название «Арбат». Да? То есть наличие общего корня, и, скорее всего, вот в этом месте как раз и процветали вот эти вот бабки, которые как бы и оказывали соответствующего рода услуги. Ну или там, так сказать, знахари, колдуны. Вот. Ну, а теперь перейдем к основным материальным свидетельствам, связанным с культурой Чуди. Ну, первое, самое главное. Известно, что Чудь славилась своими горнодобывающими и металлургическими умениями. Дмитрий Наркисович, прошу прощения, Мамин-Сибиряк писал, цитата, «Чудь существовала задолго до русской истории, и можно только удивляться высокой металлической культуре составлявших ее племен. Достаточно сказать одно то, что все наши уральские горные заводы выстроены на местах бывшей чудской работы. Руду искали именно по этим чудским местам». О том же пишет географ, антрополог, этнограф и археолог Дмитрий Николаевич Анучин. Цитата. «Известно, что как в Алтае, так и в Урале русские открывали рудники большей частью по следам какого-то древнего народа, который был знаком с металлургией и открыл в этих горах почти все более замечательные в них медные месторождения». Аналогичного мнения придерживался немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник Петр Симон Паллас. Он прославился научными экспедициями по Сибири и Южной России. Паллас писал в своих путевых заметках, созданных во время экспедиции, предпринятой при поддержке Российской академии наук. Цитата. «На всех богатых рудою местах при Уральском горном хребте находятся такие старинные, от неизвестно весьма прилежного горную работу производившего народа, произошедшие, и нарочито глубоко вырытые шахты, штольни и шерфы. Да и по сим же старинным следам, которые известны под именем старых или чудских копий, найдены самые лучшие нынешние рудники в Оренбургской губернии. Они тем примечания достойнее, потому что состоят только в круглых каналах и ходах, которые не обиты досками, ниже столбами подперты. Некоторые из них так узки, что очень трудно было в них работать, ибо в иных разработанных местах не можно прямо стоять». Вот сейчас проиллюстрирую вам на фото старинный медный рудник в Сарманово, Республика Татарстан. Согласно преданиям, его начали копать как раз древние чудские племена. Другая известная достопримечательность, связанная с наследием, это Чудская копь, расположенная в Пластовском районе Челябинской области. Копь представляет собой трехметровый круг, выточенный в камне с углублением посередине. Вот здесь он с водичкой, а вот здесь он в сухом виде. Согласно реконструкции, данное устройство было чем-то сродни гигантской мельнице. Только между жерновами помещали не пшеницу, а куски породы с золотыми прожилками. При проворачивании двух плоскостей руда рассыпалась в пыль, после чего золото отделялось от получившегося полуфабриката. К следующей категории материальных свидетельств о чуде относятся топонимы, связанные с так называемыми чудскими местами. Имеются устойчивые предания о городищах Чуди, которые находятся на холмах, зафиксированных в современной топонимике как чудские. Также имеются сведения о Чудских озерах. Сейчас я вам покажу одно такое место. Это так называемое Кашинское городище или Чудское городище в Богдановичском районе Свердловской области около села Кашино, мыс левого берега реки Кунара. Считалось, что на этом месте располагалась древняя стоянка чудского племени. Вот маленькая фотография, к сожалению, но это вид сверху. Вот так вот оно выглядит сверху. Вот считалось, что вот здесь вот как бы располагалось чудское поселение. Так, ставим пока так. Согласно преданиям, жилищами Чуди служили пещеры, чаще землянки или ямы, крыша которых держалась на 4 столбах. Именно в них после прихода новопереселенцев Чудь погребает сама себя или уходит с этой территории, как правило, под землю. Тут нужно отметить, что версия о самозахоронении Чуди не находит сколько-нибудь весомых археологических подтверждений. То есть, попросту говоря, никаких массовых захоронений ученым обнаружить покуда не удалось.
Так, вот на фото, сейчас я, может, нет, так лучше все-таки. Это вот фото с раскопок в Чудской пещере на реке Чанве, левом притоке реки Яйвы, Соликамского уезда Пермской губернии, 1890-е годы. В процессе раскопок были обнаружены предметы культуры Пермской Чуди, относимые к X веку новой эры. Один из самых известных, вот так вот лучше, один из самых известных топонимов, связанных с легендами о чуде, является так называемая Дивья пещера. Карстовая известняковая двухъярусная пещера, расположенная на западном склоне Северного Урала в долине реки Колва Пермского края. Впервые пещеру исследовали в 1770 году. Так, сейчас. Вот современный план этой... Так, сейчас, вот, ну, наверное, так. Вот современный план Дивьей пещеры. На сегодняшний день данная пещера является одной из самых протяженных пещер Урала. Длина ее коридоров составляет порядка 11 600 метров, то есть 11 с лишним километров. Вход в пещеру находится в лесу в массиве камня, Дивий на высоте 90 метров над рекой. Он представляет собой маленькое отверстие, сравнительно напоминающее нору, шириной 1,5 метра и высотой полметра. Так. Сейчас. Я даже не знаю, как лучше. Пещера... Так, сейчас. Так видно? Пещера представляет собой сеть разветвленных ходов и лазов. В настоящий момент известно о существовании в пещере около 60 гротов, 11 крупных залов, вытянутых с запада на восток на 1300 километров. Так, вот еще один вид. Так, наверное, лучше. Внутри имеются небольшие озера, самое большое из которых находится в гроте Солнца и имеет площадь 180 квадратных метров. В старые времена эта пещера считалась обителью чуди. Некоторые современные исследователи полагают, что Дивья пещера – это всего лишь один из входов в гигантскую сеть подземных тоннелей, простирающихся под Уральским хребтом, о которых рассказывалось в легендах про подземное царство чуди. Далее мы поговорим о местах предполагаемого самопогребения чуди, которые называются также чудскими ямами. Вот сейчас я вам продемонстрирую одну из таких ям. Это вот вид сверху. Это заросшая лесом Чудская яма, расположенная неподалеку от заброшенной деревни Кунгур, примерно в 8 километрах от деревни Кукеты Пермского края. Глубина ямы около 5 метров, ширина около 20 метров. Вот здесь она, видите, такая яма, она заросшая уже елью и так далее. Итак, вот в такого рода местах и по сию пору может являться чудь. Здесь чудится. Поэтому чудские ямы, как правило, считаются нечистыми. Невзирая на это, нередко с этими местами связаны особые культы почитания чуди, так называемые поминки древних или поминовения старых, поддерживающие ритуальное взаимодействие нового населения с автохтонными обитателями этих мест. Однако я хочу подчеркнуть, что такое вот почитание, даже современное, совершенно не говорит о каких-либо кровно-родственных отношениях между современным местным населением и чудью. Участники подобных современных обрядов объясняют свое участие необходимостью в покровительстве старых людей. Очень важный мотив поминовения чуди в северо-восточной части Вятской губернии зафиксировал в XIX веке местный краевед и исследователь Петр Матвеевич Сорокин. Он писал, что насельники этих мест, пришедшие на смену чуди, мотивировали необходимость поминок следующим образом, цитата: «Чудь жила до нас, место расчищала, как не помянуть?» Считалось, что в противном случае чудь может наказать пропажей скота. Цитата: «Опять же, помянешь, так спокойнее для скота, а то теряться будет. Поминаем за тем, чтобы скот не терялся, чтобы скоту легче было, чтобы скотинка стояла, водилась. Обещаемся, и идет в действо, помогает». Я хочу подчеркнуть, что в этом смысле традиционное сознание крайне прагматично и функционально. Никакой ритуал не будет воспроизводиться длительное время, если он не дает на выходе практического результата. Такого рода ритуалы, подчеркну еще раз, они проводятся вплоть до сегодняшнего времени.
Это вот известная картина Николая Константиновича Рериха «Чуть подземная» или «Чуть под землю ушла». 1928, где-то 1930 год, это дата написания. В фольклоре коми-пермяков имеются тексты, в которых чуть представлено как странный народ, не имеющий отношения к людям вообще. Чуть фигурирует здесь в виде черных, карликовых, зооантропоморфных существ. Цитата. «Это были особые звери, сходные с обезьянами. От них пошли люди. Это род особый. Записи не сохранилось. Знаками писали. Поди разбери. Зверюшки были эти чукчи». Наряду с этим, в отличие от человеческих детей, чудские дети могли говорить и ходить с самого рождения. Согласно этим легендам, чуть живет в маленьких домиках или землянках. Иногда упоминаются каменные сооружения. Чуть пользуется такими же вещами, что и люди, только меньших размеров. До сих пор ходят рассказы об изредка находимых в земле маленьких жерновах и ральниках. Это железные наконечники пахотных деревянных орудий, принадлежавших некогда чуде. Эти вещи якобы обладают магическими свойствами и потому используются в колдовских практиках. Этнографами зафиксировано сообщение о некой женщине из деревни Раменье, Коми-Пермяцкого автономного округа, которая лечила людей с помощью необычно маленького чудского ральника, которым она, собственно, освещала воду. С преданиями о чуде тесно связаны представления о так называемых чудах, мифических существах вполне исторического времени, сохранивших внешний облик карликовой чуди. Как и люди, чуды женятся, рожают детей, едят, пьют, содержат скот, ну и тому подобное. Наряду с этим они являются обладателями целого букета сверхъестественных способностей, то есть могут превращаться в невидимок, предстать перед людьми в виде человека или животного, предсказывать судьбу, жить в воде, ну и прочее. Одно из наиболее характерных сверхъестественных свойств чудов – это способность подменять или переменять людей, переводя их из этого в иной мир. Чаще всего жертвами таких похищений становятся дети. Вместо похищенного чуды подкладывают деревянного двойника, чурку. Этот чурбан принимает внешний вид человека, но ничего общего с ним не имеет. Похищенного ребенка чуды выращивают у себя и сочетают браком со своими соплеменниками. При этом этот человек приобретает сверхъестественные свойства чудов. Предания о чуде и чудах по своему содержанию очень близко совпадают с северными преданиями о низкорослом народе Сиртя, обитавшем в тундре до прихода немцев, а также более поздними русскими поверьями о дивьих людях и древнеирландскими представлениями о племенах богини Дану. Вот перед вами изображение 3 антропоморфных фигур с непропорционально большими головами, предположительно имеющие отношение к культуре Сиртя. Это гравированная бронзовая бляшка с прорисовкой. Усть-Палуйская культура, 4 век до новой эры, 2 век новой эры. Раскопки 2006 года. Так, сейчас, нет, так все-таки. Это костяная скульптура, также относящаяся к той же самой Усть-Палуйской археологической культуре. Ямальская археологическая экспедиция 2009 года. Перечислю кратко основные черты, сближающие чуть, Сиртя, дивьих людей и племена богини Дану. Итак, все перечисленные народы наделяются недюжинными чероплетными умениями и познаниями в металлургии. Все они уходят под землю, под давлением исторических племен. Вот здесь вот очень интересное совпадение. Уж не знаю, насколько это как бы... Жилищами Сиртя становятся недра возвышенных сопок Седе. Племена богини Дану становятся насельниками подземного мира, обитающими в недрах холмов, сидов. То есть перекличка между сидами и седе как-то вот звуковая есть, хотя здесь очень сложно как бы что-либо точно говорить. Далее. Невзирая на свой уход, эти народы в той или иной форме продолжают оказывать влияние на события, происходящие на поверхности. К примеру, опять-таки, через браки с людьми. Известно, что последний публично озвученный случай наблюдения Сиртя относится к 2011 году. Члены одной из оленеводческих бригад столкнулись в тундре с представителем этого народа, которого оленеводы поначалу приняли за большого гуся. Но когда гусь, то есть он такой в перьях, в одежде из перьев, как бы вот гусь идет по тундре,
Когда гусь повернулся к попытавшимся его настичь оленеводам, у него оказалось вполне человеческое лицо. Ну вот лично мои знакомые информанты с Кольского полуострова в частном порядке сообщают о практически постоянных случаях наблюдения Сиртя. Не знаю, насколько можно доверять, конечно, этим сообщениям. Так. Это картина «Всадники Сидов» в интерпретации шотландского художника XIX века Джона Дункана. Так, племена богини Дану, они же Сиды, принимали довольно активное участие в актуальных внутриполитических событиях Соединенного Королевства, в том числе по историческим меркам практически современных. Известно, что племена богини Дану вплоть до конца XVIII века использовались для обоснования притязаний стюартов на британский престол. Вплоть до самого недавнего времени племена богини Дану являлись одним из наиболее важных, но при этом не широко афишируемых внутриполитических факторов Соединенного Королевства. Ну, а возможно, продолжают оставаться таковым и в настоящий момент. Итак, еще одна общая черта, объединяющая перечисленные народы – их первоначальный генезис, так или иначе связанный с приполярными районами Евразийского континента. Проиграв битву своим демоническим соперником Фомором, один из мифических правителей Ирландии Иоаборн увел остатки своих людей на север мира, где, собственно, и дал начало племенам богини Дану. Согласно мифологическим источникам, эти события приходятся на 23-22 века до новой эры. На таинственных северных островах он и его потомки изучали ремесла, науки и тайную мудрость друидов, пока не превзошли в этом искусстве всех людей. Ну, вот в этой связи мне приходит на память знаменитая карта Арктики фламандского картографа Герарда Меркатора, или Меркатора, созданная около 1595 года. Ее официальное название в переводе с латинского звучит как «Описание Северной Земли». Вот эта карта. На карте изображен полярный материк, представленный 4 большими островами, отделенными друг от друга полноводными реками или протоками. В центре, на месте полюса, изображена высокая скала или гора. Так, теперь смотрим внимательно. Вот красненьким обведена надпись. Надпись, нанесенная на поверхность острова, расположенного в правом нижнем углу, как раз напротив Евразийского континента, гласит: «Здесь живут пигмеи высотой 4 фута. В Гренландии их называют скриллингеры». Дальше. Вот, собственно, портрет Герарда Меркатора работы Франца Хогенберга, 1574 год. Обратите, пожалуйста, внимание на схематично изображенный полярный материк, состоящий из 4 больших островов и прочие приполярные области, окрашенные ярко-зеленым цветом. Возможно, на карте Меркатора отображена первоначальная локализация карликового народа, откуда, собственно, представители этой культуры вынуждены были мигрировать вглубь Евразийского континента и далее из-за изменившихся климатических и геологических условий. Ну, более подробно мы вот эту вот связь типологическую между Чудью и Сирть, дивьими людьми, племенами богини Дану и другими мифологическими народами, предположительно относящимися к той же самой группе, раскрываем в нашей книге «Код Чуди». Помимо прочего, в книге, кстати, рассказывается о конкретных археологических культурах и памятниках, связанных с жизнедеятельностью этих народов. В частности, много говорится о поселении Скарабре, расположенном на Оркнейских островах, где, вот, собственно, существует некое поселение, которое, в общем, сначала даже археологи приняли за муляж, потому что там все было как бы рассчитано на людей очень маленького роста. Это поселение было расположено под холмом, просто буря снесла, значит, по-моему, в 1900 что ли, году буря снесла поверхность холма, и под ним, собственно, было обнаружено это поселение. Так что, ну, вот подробнее об этом мы в книге рассказываем. Так, возвращаясь к Чуде. Наиболее важным сохранившимся памятником материальной культуры этого народа являются образцы пермского звериного стиля. Этот стиль – один из самых необычных памятников древнего искусства, совершенно выпадающий из общего ряда прочих урало-сибирских звериных стилей. В музейных коллекциях он представлен ажурными или сплошными односторонними литыми бронзово-медными сюжетными пластинами-плакетками.
а также фигурками-бляшками или медальонами, изображающими птиц, головы медведей, антропоморфные личины или фигуры. Расцвет пермского звериного стиля связывается с ламатовской археологической культурой. Это 5-9 века новой эры, сформировавшейся на базе гледеновской культуры 3-5 века. К пермскому звериному стилю также принято относить ананинскую культуру, это 8 век до новой эры, неволинскую культуру, это 4 век уже новой эры, харинскую культуру 5-7 века и родановскую культуру 10-15 века. Характерно, что еще в XIX веке финское население Предуралья отрицало принадлежность пермского звериного стиля к наследию своих предков. Такие изделия связывались с чудью и именовались чаще всего чудскими богами. Лишь после многочисленных публикаций о пермском зверином стиле, как о культурном наследии Коми, у представителей интеллигенции этих этносов сложилось представление о нем как, собственно, о собственном, их родном, так сказать, культурном наследии. Показательное отношение местного населения и, в частности, самих коми к предметам пермского звериного стиля. Приведу слова заведующей отделения культурологии Пермского педагогического университета, кандидата исторических наук Оксаны Валерьевны Игнатьевой. Она пишет, цитата: «С одной стороны, эти вещи вызывали страх, особенно если это были антропоморфные изображения, получившие в народе название черти. От таких предметов старались избавиться. С другой стороны, культовое литье, как и другие бронзовые и серебряные изделия, сбывалось с целью переплавки. По меньшей мере, очень странное отношение к собственному культурному, а главное, религиозному наследию». В 20-е годы прошлого века этнограф Петр Михайлович Багаевский писал, цитата: «Всех, кому приходилось проезжать по Чердынскому и Соликамскому уездам, прямо поражают рассказы крестьян о многочисленных находках этих памятников и легкость приобретения их. Например, в 1915 году в селе Верхборовском Чердынского уезда, крестьяне предлагали нам массу чудских находок по цене 5 рублей за ковш. Если драгоценные золотые и серебряные находки из находимых в изобилии кладов использовались местным населением в качестве даров, денег или попросту отправлялись в переплавку, то бронзовые бляшки не пользовались подобным спросом и в большом количестве попадали в руки ученых, коллекционеров и просто любителей старины. Именно этим обстоятельством объясняется совершенное отсутствие среди музейных экспонатов пермского звериного стиля золотых изделий и крайняя редкость изделий из серебра. По той же самой причине в наше время о пермском зверином стиле принято говорить как об искусстве бронзовой художественной пластики, потому что все остальное, прошу прощения, переплавили. Известный лесовод, исследователь и коллекционер пермского звериного стиля Александр Ефимович Теплоухов в июне 1874 года писал в своем дневнике, цитата: «Находимые в Пермской губернии серебряные вещи привозили в Вятку, где, как сказал Кривощеков, братья Агафоновы в иной год перерабатывали до 30 пудов серебра и 20 пудов золота на разные образки и прочие вещи. По их словам, серебряные вещи, находимые в земле, из хорошего серебра, лучше, чем наше. Оно лучше плавится и меньше чернеет на воздухе. Поэтому находчики серебряных вещей и перекупщики везут его в Вятку». Таким образом, в XIX веке только на протяжении 1 года в прилегающих к Перми районах крестьяне обнаружили и сдали в переплавку почти тонну золотых и серебряных чудских украшений. То есть золотых это где-то в переводе на килограммы, золото сдали 320 килограмм, а серебра 480 килограмм. При этом, естественно, скорее всего, сдавали не все, что-то оставляли себе на черный день, что называется. Так что остается только гадать, сколько бесценных артефактов были вообще переплавлены за века подобного рода раскопок. Ладно, возвращаясь к пермскому звериному стилю. Одним из главных персонажей, ставших настоящей визитной карточкой пермского звериного стиля, является фигура ящера. Процитирую одного из первых исследователей пермского звериного стиля Дмитрия Николаевича Анучина, который писал в 1899 году. «Можно считать несомненным, что среди приуральской чуди было широко распространено представление о каком-то мифическом звере,
с некоторыми признаками гада, с удлиненной головой, вооруженные крокодилью или носорожью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями вдоль спины и оканчивающимся более или менее коротким хвостом. Зверь этот, представлявшийся, по-видимому, иногда и более смутно, в форме небольшого хищника или грызуна, а также рыбы или гада, змеи, изображался или в виде отдельных фигурок, или в подножии антропоморфных и зверовидных фигур, образков, будто бы заменяя собой землю. По-видимому, он представлялся с живущим в земле, в пользу чего можно привести изображение на круглой бляхе, где ящер показан как бы ниже уровня земли. Тем не менее, ящер представлялся все-таки способным к передвижению и даже перенесению на себе других, более или менее антропоморфных существ, как то доказывают отдельные его фигуры, сидящими на них такими существами. Вот то, что вы видите, вот этот образец можно увидеть в ГИМе на Красной площади. Так что весьма рекомендую. Наиболее детальное изображение ящера и реалистичное представлено на бронзовой ажурной пластине, найденной в 1898 году близ деревни Ныргында Сарапульского района, Удмуртия. Так, вот здесь вот прорисовочка, где более все четко видно. В настоящий момент эта пластинка находится в Государственном Эрмитаже. На этой пластине следует выделить такие важные детали. Во-первых, как открытая пасть чудовища, 7 больших рыбин, которые находятся в его чреве, зооморфные зародыши у его хвоста, широко раскрытый глаз ящера, а также замечательно переданная автором общая динамика движения. Все эти детали содержат недвусмысленное указание на то, что перед нами изображение живого существа. Не менее значителен символизм различных типов глаз, представленный на этой пластине. Старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, главный хранитель пермской коллекции до недавнего времени, Елена Ивановна Аятьева писала в свое время по этому поводу, цитата: «На ныргындинской пластине у разных персонажей глаза изображены по-разному. У зооморфных персонажей глаза каплевидной формы с точечным зрачком. На антропоморфной личине лося-человека глаз треугольной формы с точечным зрачком. Глаз ящера в форме вытянутого овала со слизницей, радужная оболочка в виде 2 концентрических кружков». Сейчас я увеличение покажу. Ага. Так. А внутри точечный зрачок. Так обычно изображали глаз человека. Конец цитаты. Таким образом, глаз, которым наделен ящер на ныргындинской пластине, свидетельствует не только о том, что перед нами живое существо, но и о том, что это существо имеет некую особую близость с человеком, намеренно выделенную автором пластины. Еще один характерный сюжет пермского звериного стиля – объемные изображения странных птиц, снабженных подчеркнуто крупными передними зубами или клыками, крупными лапами, а также характерным затылочным рогом, или рогами, свойственным более для иконографии пернатого ящера. Такие существа принято именовать крылатыми собаками, хотя они практически в точности передают особенности внешнего облика птерозавров из семейства орнитохиридов. Вот череп такого ящера из Музея человека и природы, Мюнхен, Германия. Обратите внимание на характерное утолщение. Да? Так, вот это вот современная реконструкция такого рода ящера. Итак, крупные рыбоядные орнитохириды с размахом крыльев 5-6 метров и мощными зубами, особенно крупными на передних концах челюстей, отличаются характерными костяными гребнями, расположенными на окончании клюва, что чрезвычайно сближает их с чудскими крылатыми собаками. На некоторых современных реконструкциях внешнего облика этих ящеров присутствует затылочный гребень, также весьма характерный для крылатых собак. На территории России останки орнитохиридов были обнаружены в Забайкалье, Западной Сибири и Каркалпакии. Так, вот сейчас я вам продемонстрирую объемные паниски с изображениями крылатых псов. Это Пермский краеведческий музей, бронза-литье, 7 век. Как можно видеть, это уже заметно более стилизованные изображения. Затылочные рога все более напоминают уши. Итак, некоторые исследователи склонны интерпретировать крылатых псов как изображение уток, а клыки – необходимый технический элемент отливки.
Однако в пермском зверином стиле хорошо известны вполне реалистичные изображения уток и других птиц. Вот здесь можно видеть как раз полые понизочки с утками и глухарем и так далее, прочими. Ну да, две утки, глухарь. То есть тут все понятно. Тут даже вот лапки на правом нижнем рисунке, птичьи лапки изображены. То есть как бы все прекрасно люди понимали, где что, где утка, а где другое существо. Представление об истинных размерах крылатых псов можно получить, обратившись к сюжету, условно называемому «Человек между двух птиц», отображающий предположительно ритуальную коммуникацию между чудским шаманом и крылатыми псами. То есть, как вы можете видеть, рост этих птичек превышает рост человека, ну, так если они вытянутся прямо вертикально, раза в два. Так, это прорезное навершие кресала или огнева, село Редикор Чердынского района Пермской области. Бронза, литье, X век. Пермский краеведческий музей. Вот еще одно прорезное навершие кресала. Здесь у крылатых псов еще остаются характерные затылочные рога, но морды с клыками уже постепенно превращаются в птичьи клювы. Это Пермский край, бронза, литье, Чердынский краеведческий музей. Самое большое количество предметов с изображением антропоморфной фигуры между двумя птицами на рукояти было найдено на территории Пермского края. Отдельные находки, датированные второй половиной X, началом XI веков, известны в Поволжье и в Приобье. В этом смысле весьма важным представляется неоднократное упоминание в арабских дорожниках X-XI веков неких огромных водоплавающих птиц, обитающих в дельте Волги и способных похитить человека. Цитата. «В пределах Хазарана есть водоплавающая птица, которую называют, название опущено, каждая как огромный слон. Люди, которые птицу эту раньше не видели, когда наливают воду, думают, что это шатер тюрков. Когда птицы видят корову или осла, утаскивают и съедают. Похищают также людей с земли, поднимают их высоко в воздух, затем отпускают. Они падают на землю и разбиваются. Птицы опускаются вниз и съедают. Абдаллах из Кафи рассказывает: в одном месте я увидел 20 таких птиц, но они меня не тронули. Я сошел с коня, при мне было оружие. Хотел было провести там ночь, но не посмел остаться дольше и покинул то место». В современной Якутии ходят рассказы о гигантской птице, достигающей 2-метрового роста и размахом крыльев около 4 метров. Так, в 2007 году Неренгринский район Якутии подвергся буквальному нашествию таких птиц, нападавших на оленей стада и истребляющих оленят. Директору МУП Йенгра пришлось даже обратиться в администрацию района с просьбой выделить прицелы ночного видения для истребления пернатых чудовищ. Эта проблема решалась на правительственном уровне, но однозначного ответа на вопрос, к какому именно виду принадлежат эти самые загадочные птицы, не был решен, то есть этот вопрос решен не был. Тем не менее, специалисты полагают, что около 200 таких особей могут скрытно обитать в якутской тайге. Ну и в заключение скажу, что ключом к сюжету «Человек между двух птиц», сейчас мы вернемся вот чуть-чуть к этому, да, «Человек между двух птиц», сюжету ящера и вообще религиозным мифологическим представлениям чуди в целом служит предание нарымских селькупов. Но вот как раз это уже относится к новым материалам, и об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Здравствуйте. Есть один вопрос. А вот про летающих собак. Есть ли в уральских сказках упоминание, как вы об этом говорите, может, немножко смешного, но у Юрия Шевчука там в одной из песен есть фраза, когда собака питает Москву. Вот. Есть ли упоминание таких существ в сказках уральских? Вы знаете, я как бы вот с этим, честно говоря, не сталкивался. То есть вот этот вопрос мы не копали, но естественно, как бы, что когда люди вот находили подобного рода артефакты, вокруг них мог образовываться определенный фольклор. Но, честно говоря, еще раз говорю, тут специфика заключается в том, что мы даже с Андреем Жуковым с этим столкнулись непосредственно, когда мы ездили туда, фильмы снимали документальный по пермскому звериному стилю, вот как раз исчезнувшая цивилизация русского севера. Он вышел, он в интернете есть.
Мы, кстати, столкнулись вот с этим отношением, как бы, то есть, что вот ко всем этим делам местное население относится, как бы, так сказать, ну, либо как к средству обогащения, то есть черные копатели, либо как бы стремятся как бы от него дистанцироваться. Это реально до сих пор, то есть для них это как бы что-то такое чуждое совершенно. Даже не то, что чуждое, а даже опасное, я бы сказал. Понимаете? Как, ну, что-то такое, бесовские вещи какие-то, вот, знаете, от которых может чем-то еще заразиться. Причем иногда это такое отношение даже исходит, прошу прощения, от очень интеллигентных людей, которые как бы имеют дело с такого рода артефактами по роду службы, по долгу службы, музейными работниками и так далее. Понимаете? Так что вот, к сожалению, я вот здесь я вам сейчас насчет этих крылатых собак не отвечу так вот с налета. Угу. Здравствуйте. У меня вопрос такой более практичный. Наверное, этот вопрос возник у многих. Планируется ли в дальнейшем экспедиции туда? И ну, когда ожидать и в каком виде, если да? Вот смотрите, значит, экспедиция с какой целью? Дело в том, что вот мы снимали фильм. Значит, у нас была экспедиция по запасникам, то есть мы ехали с письмом там, с официальным. То есть вот единственное, что нам удалось, я вам фотографии показывал, это мы делали, наш оператор. Единственное, что нам удалось вот в Чердане побывать в запасниках. То есть как-то вот мы поснимали там и так далее. В Пермском уже не дали, то есть уже в пермские запасники мы не попали. Гораздо интереснее ходят слухи о запасниках Эрмитажа. Но, собственно, вот туда попасть... Я был знаком вот с Аятьевой как раз, то есть мы с ней, как знакомы, мы с ней один раз встречались, она сейчас уже умерла, к сожалению. Вот. Но она была специалистом по обуви древней. То есть она была не специалистом по вот такого рода артефактам. То есть у нее было несколько статей как раз о Наргандинской пластине, да, очень интересных. Но она все-таки не специализировалась на этом. Так вот, например, я коллекцию, значит, первый раз столкнулся с коллекцией пермского звериного стиля в Питере, в Эрмитаже, случайно. В полуподвальном помещении, в каком-то углу, где люди не ходят вообще в принципе. Понимаете? То есть на каких-то задворках все это происходит. То есть вот куда экспедиция? Да, к черным копателям, с черными копателями поездить. Понимаете? А в музей, ну вот приехали вы в музей, посмотрели вы вот 10 артефактов в Чердане, а до Чердани не так просто добраться. Понимаете? То есть вот целесообразность такой экспедиции. Да, то есть любая экспедиция должна быть, как бы, так сказать, она каким-то образом чем-то оправдана. Я скорее имела в виду пещеры, да, и подобные места, которые... Пещеры, я понимаю, вот по пещеры, рудники, но это надо с местными связываться, понимаете? То есть это нужна предварительная очень серьезная проработка и подготовка, я бы сказал. Потому что вот тот же лаз, вот, например, вот, который я сегодня показывал, да, вход в эту систему коммуникаций подземных, там очень сложно проникнуть. Там нужно иметь подготовку, там с вами должен быть спелеолог и так далее. Вот, ну, действительно, вот по этим пещерам интересно просто даже походить. Вот с этой целью. Но это не совсем научная экспедиция. Поэтому вот так. Следующий вопрос. Вы перечислили медь, золото, серебро, железо добывали чуть, и были найдены орудия труда какие-то. Ну вот орудия труда, я вам говорю, вот Чем какие-то... вот эти пещеры вырыты? Пещеры, вот как раз я с последнего начну, пещеры естественного происхождения. Все естественно. Это естественного происхождения, да. Все эти пещеры, это, как бы, так сказать, все... Где они тут у меня сейчас? Вот сейчас. Это все естественное происхождение. То есть там, во всяком случае, неизвестно мне ничего о следах искусственной обработки. Там, ну, озера, прочее. То есть насчет остатков материальной культуры Чуди, да, находят что-то. Находят черепки, там какие-то вот металлические орудия. Опять-таки очень сложно сказать, что с Чуди это связано или нет. Вот если пермский звериный стиль, понятно, там можно сказать, как-то это все идентифицировать, то орудие труда, все это очень сложно. В основном, еще раз говорю, то, что находят от Чуди, что ученые уверенно, скажем, ассоциируют с Чудью, это вот как раз образцы пермского звериного стиля. Археологические культуры я вам перечислил. Ну и вот есть вот такие вот предания, даже не предания, а фольклор скорее, да, которые этнографы собирают,
А вот нахождение вот маленьких вот этих вот предметов, таких вот ральников и так далее, которые как бы якобы обладают некими магическими свойствами, которые используются в практиках. Но как бы вот ни одной фотографии этого подобного предмета я не видел. И последний вопрос. Алексей, вот у вас там была картинка такая с птицей, она очень напомнила герб польский там, или чешский, в самом конце. Вот это? Нет, там дальше профиль птицы такой. Дальше прям почти Там в статья конце. была из Википедии. Да. Где? Дальше. Сейчас. Еще дальше. А больше нет. Вот. Нет, это герб Якутии. Это я вам привел, видите, это материал Ефремова, это местный житель. Вот он как раз рассказывает очень подробно, это герб Якутии, очень подробно о ситуации на месте, да. То есть вот об этих как бы столкновениях с птицами, о похищениях людей. Я привел только маленький кусочек в рамках лекции, вы же понимаете, ограниченным временем. В нашей книге там это вот все подробно приводится, как люди с чем сталкивались, да, как находили гнезда вот этих вот огромных птиц. Что это за птицы, вообще непонятно. У меня вот вопрос, как раз вот такие вот птицы и всякие странные звери на гербах многих государств и рыцарских орденов, там, древних родов. Нет ли желания проанализировать происхождение вот этих символов на разных гербах? Я вам более того скажу, я просто вот не принес эту фотографию. Там среди пермских артефактов мы, например, сняли замечательного двуглавого орла. То есть, пожалуйста, но это не значит, что это имеет отношение к российскому гербу, да? Потому что например, самый древний образец двуглавого орла, он, в общем, это имеет отношение к Месопотамии. Причем ему предшествует, причем классический такой двуглавый орел, вот как на нашем гербе, только без корон. Да? А я нашел еще более древнее изображение, которое предшествует вот этому двуглавому орлу. Это все связано как бы с мифом о легенде о птице Анзут. Так вот, дело в том, что вот древнейшее изображение, там вот в той же самой вот позе с крыльями, да, вот это, только вместо голов орла там головы ящеров. То есть такой двуглавый ящер. Это вот наиболее древнее вот изображение вот этой двуглавой птицы Анзут, которая более всего похожа на дракона. Это посредник между миром людей и между миром богов. Именно поэтому она двуглава. То есть одна голова, вот эта двуглавость означает амбивалентность. То есть она с одной стороны несет зло, с другой стороны добро. Вот как бы вот это вот древнейший образ, да, самый древний образ двуглавого орла, или орла вообще, это вот как бы месопотамский. То есть на самом деле практически всю нашу геральдику, весь спектр геральдики, основной я имею в виду, можно найти в Шумере, в Месопотамии. Как-то так. Ну давайте поблагодарим Алексея. Спасибо за внимание.